Гараж на 50 парковочных мест. Новая недвижимость в GTA Online, которая на данный момент заблокирована и находится в капельной подаче. Сегодня предлагаю взглянуть, что из себя представляет этот гараж, как его можно кастомизировать, какие фишки и особенности будут доступны после его покупки и самое главное, что там с датой выхода. В общем, ролик обещает быть интересным, усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Нет времени фармить на весь новый контент? Не беда. Переходи в мою личную группу по накрутке, где прямо сейчас по сниженным ценам мы быстро и качественно прокачаем твоего персонажа в GTA Online. Как пример, набор «Все за 700», в него входят любой уровень, любое количество денег, а также открытие всех доп. Услуг. Ну а самое крутое мы подготовили специально для владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5. Цены снизились в 2 раза, время прокачки тоже, поэтому консольщики, мы вас ждем. Сделаем все по красоте. Один совет: при заказе рекомендую использовать мобильную версию ВКонтакте, ибо только через нее отображается весь список товаров. Через компьютер, к сожалению, многого не видно из-за ограничений самого ВК. Все ссылки само собой в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Начнем с того, что приобрести гараж можно будет на том же сайте, где продаются обычные квартиры. Называется он «Гараж на бульваре Eclipse» и стоит целых $2 740 000 игровой валюты. При оформлении покупки вам будут доступны 3 варианта стиля на выбор: безупречная чистота, промышленный антураж и расточительство. Давайте сразу договоримся, для удобства я буду называть их белый, серый и черный. Сильно не парьтесь, можете выбрать какой угодно, ибо потом в любом случае все это дело можно будет поменять, так же как и цвет оформления, которых доступно целых 12 штук: красный, желтый, синий, белый, черный и так далее. Этот цвет влияет на освещение, на предметы мебели и на ворота выезда. В общем, определяемся с интерьером и покупаем гараж. Кстати, если у вас уже максимальное количество купленных квартир, а это на данный момент 10, переживать также не стоит, ибо этот 50-местный гараж засчитывается как отдельная недвижимость а-ля агентство или тот же офис, то бишь никакую из ваших квартир заменять не придется. Гараж вы спокойно купите, даже если все слоты для квартир и гаражей уже заняты. Гараж находится вот в этом месте на карте. Так с виду и не скажешь, что здание 5-этажное, но внутри действительно 5 этажей, на каждом из которых можно разместить по 10 транспортных средств. Кроме этого, при желании можно изменить стиль отдельно каждого этажа через меню взаимодействия. Здесь появился новый раздел, который так и называется «Гараж на бульваре Eclipse». Можно пригласить людей внутрь и, как я уже и сказал, изменить стиль. Дизайн будет меняться на том этаже, на котором вы сейчас находитесь. Все это дело стоит денег: белый стиль $130 000, серый 180, а черный 260. Кроме этого, каждый из акцентных цветов стоит по $75 000. Благо есть функция предпросмотра, нажав которую вы можете взглянуть, как будет выглядеть гараж в этом дизайне, не потратив при этом деньги. Потыкали, повыбирали, и уже когда точно определились с нужным вам, так скажем, ремонтом, можете тратить деньги. Короче, функция предпросмотра — это имба, без нее было бы очень некомфортно. Вариантов кастомизации довольно много. Допустим, первый этаж чисто для суперкаров можно сделать черным с красным оформлением, второй этаж для маслкаров серым с желтыми вставками, а третий для мотоциклов белым с синей подсветкой. Печально, конечно, что все это стоит денег, но думаю, раз уж у вас было $2 740 000 на покупку гаража, то и лямчик на его полную кастомизацию лично под себя вы уж явно где-нибудь найдете. Кроме этого, из интересного не могу не отметить, что через меню перестановки транспорта можно перемещать машины не только на одном этаже, но и перекидывать на другие. Ни в офисе, ни в ночном клубе, ни на арене такой возможности нет. Там, если вы забыли, нужно выезжать на транспорте на улицу, а затем заезжать обратно, выбрав другой этаж гаража. На каждом уровне имеется зона отдыха, где можно выпить сок, посидеть на диванчике и повтыкать в телевизор, бесплатно пополнить закуски и посмотреть камеры наблюдения. Одна выходит на главный вход в здание, вторая на задний двор, третья на террасу на крыше и четвертая на ворота гаража. В зоне парковки транспорта особо повзаимодействовать не с чем, единственное,
Единственное, это ноутбук, через который можно выйти в интернет. Согласитесь, чисто внешне этот гараж это что-то вроде обычного 10-местного гаража, к которому мы все с вами привыкли, но, так скажем, ремастер. Открылся доступ к зоне отдыха, появились варианты дизайна и подсветки, ворот для выезда стало не 2, а 1. Единственные минусы, которые я заметил в этом 50-местном гараже, это первое, отсутствие возможности хранить велосипеды, но это так, мелочи, и второе, это отсутствие автомастерской. Вот это действительно печально. В том же офисе, агентстве или на арене в автомастерскую можно перейти прямо из гаража. Здесь же необходимо выезжать на улицу и ехать до ближайшего кастомса. Согласитесь, не очень удобно. За 3 миллиона баксов, как мне кажется, могли и автомастерскую воткнуть. Конечно, 5 этажей для хранения тачек это здорово, но ведь тут есть и терраса на крыше, про которую забывать не стоит. Заняться там особо нечем, можно посидеть на диванчиках и понаблюдать за кипишем в Лос-Сантосе. Кстати, вернуться обратно в гараж можно аж через 3 двери на крыше. Одна находится рядом со всеми диванчиками и еще 2 с задней стороны здания. Уже предвкушаю, как в открытых сессиях первое время все будут мочить игроков на этой крыше сапрессоров, как это было 3 года назад, когда похожая терраса появилась на крыше здания казино. По сути, с обзором нового 50-местного гаража на этом все, но, к счастью, у меня для вас есть еще кое-что интересное. Наверняка вы в курсе, что приложение iFruit было удалено из App Store и Google Play. У Rockstar спросили, в чем же, собственно, причина, и они ответили, что да, iFruit удален, с 12 декабря 2022 года он больше не поддерживается разработчиками, и на его место готовится кое-что новое. Rockstar планирует добавить онлайн-тюнинг автомобилей, в основном это будет сделано для создания кастомных номеров через обычный браузер. Уже имеется ссылка rockstargames.com/thegarage, перейдя по которой сейчас, конечно, высвечивается ошибка, но когда Rockstar все доделают, именно по этой ссылке можно будет кастомизировать свои тачки, вообще не заходя в игру, как минимум ставить кастомные номера. Есть вероятность, что все это дело добавят как раз таки вместе с этим новым 50-местным гаражом. На своем официальном сайте Rockstar сообщили, что дата выхода гаража намечена на начало 2023 года, поэтому я уверен, разработчики сильно затягивать не будут, и уже в январе, в один из четвергов, нам добавят и новый гараж, и вот этот онлайн-тюнинг через браузер. Фух, вроде все, ничего не забыл. Напишите в комментариях, будете ли вы покупать новый огромный гараж для хранения тачек. Большое спасибо Комеру за помощь в съемке этого ролика. Мы на финишной прямой до 280 тысяч подписчиков. Нужно успеть набрать эту цифру до Нового года. Надеюсь, вы мне с этим поможете. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании. Но я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся.